Приятно всех вас здесь сегодня очень видеть. Вот, сегодня у нас очень такая интересная и для меня даже очень такая волнительная презентация, такой мастер-класс, или как вот мы его назвали, даже семинар. Связано это с тем, что наш спикер сегодня, он не только винодел, да, не только выдающийся винодел, не только человек, который, в общем-то, о котором без преувеличений даже сегодня уже, скажем так, в Германии ходят некоторые такие легенды, да, потому что он человек, вы видите сейчас его, он просто, можно сказать, иносказательно сворачивает горы. Вот. Но дело в том еще, что он не просто как бы рассказывает, да, или пытается там продать свое вино. Дело не в этом. Он провел колоссальную работу, связанную прежде всего с восстановлением былой славы немецких вин, и он провел колоссальные исторические исследования для того, чтобы показать всему миру, где, на каком месте были немецкие вина, и именно такие люди, как Роман, они, собственно говоря, и являются теми двигателями, которые стремительно возвращают Германию на первые позиции в мировой винной индустрии. Прежде всего мы говорим про fine wines, про топовые вина. Вот, я с удовольствием вам представляю владельцу управляющего винодела хозяйства Ван Вольксем Роман Неводничанский. Hello. I want to say first of all, thank you to Vinoterra. I'm working in this industry now for 18 years, and this is the most professional partner I met up to now in my career. And we work with the best. We work Barry Brothers in London, in New York, we work in every country with the best partners. But Vinoterra is really, I must say thank you. I'm really impressed. The last 3 days have been fantastic organized. Thank you so much. And so you do a great job. Thank you so much. Ну, Роман приветствует вас, и он говорит, что он очень рад работе с нашей компанией. Вот он сказал вещь тоже для меня и для нас всех волнительную, что он 18 лет в винном бизнесе, и за это время он не встречал более профессиональной команды, чем той, которая есть у нас. Это, конечно, очень волнительно для нас, и это очень приятные слова. Yes. I will tell you a little bit about the history of German wine today, to give you some background, and hopefully you also give some questions to me, because I want you to give some information you might not have heard before, so that you can, that you get more background. It's also a bit about politics, or it's a little bit about wine, but I want you to understand why I became wine grower and why I tried to get one of the, hopefully most successful, I try to be a very successful player in this industry. Ну и сегодня у нас будет большой акцент именно связанный с историей вина, связанный с отчасти, может быть, с политикой и прочими вопросами. И цель сегодняшнего рассказа Романа — это объяснить, почему Роман, собственно говоря, бросив другие карьеры, занялся производством вина, стал виньероном, и как он себе видит, какие пути он себе видит, чтобы действительно быть успешным на этом поприще. I bought this estate in 2000, 18 years ago, in a time when German wine did not have such a reputation. Роман приобрел это хозяйство Ван Вольксом в 2000 году, когда репутация немецких вин была очень невелика. This is a very typical story for German traditional top estate. Это довольно типичная история для немецких традиционных винодельческих хозяйств. We are situated in the Moselle. We are in the western part of Germany, being part of Luxembourg of France until 1816. И хозяйство находится в долине Мозеля, в западной части Германии, на границе с Люксембургом, и эта территория до 1860 года была французской. And I'm situated in the Saar. It's 800 hectares of the top vineyards of the whole Moselle. It's south of the Moselle, so we get more light, but it's cooler because it's higher.
И если быть более точным, хозяйство Ван Вольцем и его виноградники находятся в долине реки Заар. Это приток, соответственно, Мозеля. Находится виноградники 1800 гектаров находятся чуть-чуть южнее, чем основная долина Мозеля. И там чуть больше солнца, но также виноградники располагаются выше над уровнем моря, поэтому климат прохладнее. There's only little information you really need to know about wine. Little information, not so much. A lot of what I talk is not important, but some information is very important. Он может много рассказывать интересных фактов, но есть некие ключевые моменты, которые важны для понимания вина. Их немного, но они очень важны. The difference between a good wine, which is consumed fast and which is digestible, and a boring wine, industrial product, is the origin and the winemaking. Ну и разница между настоящим, скажем так, аутентичным, да, артизанальным вином и скучным коммерческим вином, она кроется в том, как вино производится. And the most important aspect is the origin, the vineyard, the terroir. The French say the terroir, the combination of climate and soil. И прежде всего качество кроется в виноградниках. То, что французы называют словом терруар, сочетание климата и почв. If you know this, you know nearly everything about wine. Ну, если вы это понимаете, вам будет легко понять любое вино. Riesling is the queen of varieties. We mostly focus on Riesling. Like Pinot Noir is the king of the red wine varieties. Ну и вот по роману Рислинг это королева сортов винограда, это его специалитет, в то время как Пино Нуар это король среди красных, это король сортов винограда. Both varieties, if they're not planted in the right site, if they are harvested unripe, they produce horrible wine. But if they are perfect vineyards, perfect winemaking, natural winemaking, they are beauties. Ну и если на винограднике и на винодельне виноделы работают без фокуса, без внимания, спустя рукава, оба сорта винограда, особенно если их собирают недозрелыми, оба сорта винограда дают ужасное вино. Но если все это делается заботливыми руками и с полным пониманием того, что человек делает, тогда появляется настоящая красота. It's a monastery, my house, being built on a Roman ruin. All my vineyards are 2000 years old. So, это здание его винодельни, это монастырь, который был построен на руинах древнеримской виллы, и виноградники, которые его окружают, существуют на этих склонах больше 2000 лет. In 1790s, the French Revolution troops under Napoleon Bonaparte came here, and they took away the monastery. They sent away the monks, and the wine estate was sold, auctioned in Paris, like all the top estates, like J.J. Prum, like Egon Müller. They were all sold on auction in Paris. Буржуазии. Yeah. И что произошло во времена французской революции? Как мы помним, эта территория принадлежала Франции. В общем-то, как и в других местах, монахи были изгнаны, земли были отобраны, здания были отобраны, и все это было продано на аукционе в Париже, в общем-то, набирающей силу буржуазии. Это очень типичная история, в том числе и для топовых немецких хозяйств. It's a book it's the oldest book about history about the vineyards in the world, from 1816 by André Julien, the most famous book about vineyards. And he already described the German wine, and he says that the best wine, the meilleur vin sur le Côte d'Arrondissement Luxembourg, c'est celui qui met la société de Grevenmacher Wiltingen. The best wine in Germany is grown in this, the best white wine of Germany is grown in this area. И вот Роман здесь приводит цитаты из книги, которая была издана в 1816 году во Франции. И это первый серьезный труд на тему вина. И в этой книге упоминается, что лучшие белые вина Германии производятся как раз на границе недалеко от Люксембурга. И имелось в виду как раз именно те виноградники, где сейчас работает Роман. This area, and I'm here. It's my village. Вот это, собственно, карта из этой книги, и он показывает вот эту зону, где располагались те самые, по мнению французского автора, лучшие виноградники, и, собственно, чуть-чуть выше располагается его хозяйство. Luxemburgo, Francia, Berlin,
Moscow is there. No, I think Moscow is there. No, sorry, it's there. Yeah, You're right. yeah. It's there. Ну, я просто показал, где что находится вокруг. And I collect antique price lists. Like this is the most famous luxury hotel of Germany. This is one of the most famous hotels in Switzerland. This is the most famous shipping line in Hamm and Bremen, German Lloyd. And I collect these prizes to see the historic meaning of these wines. Ну и вот Роман является крупнейшим, наверное, в Германии коллекционером старинных винных карт и прайс-листов. И вот он нам сейчас покажет цитаты из прайс-листов негациантов 19 века и также лучших отелей Парижа, лучших отелей Швейцарии, лучших отелей Берлина. And these documents are the basic of my strategy. I follow these documents. I follow antique documents to buy land. I'm the biggest land buyer in my area since 20 years. I would say the biggest land buyer in Germany for the last 20 years. I bought from 8, now around 85 hectares to be able to serve the world. Ну и вот эта информация, которую Роман черпает в старинных документах, она легла в основу его стратегии. По этим документам он устанавливает сейчас, какие же лучшие были теруары в его зоне в 19 веке и собирает коллекцию виноградников. На сегодняшний день у Романа 85 гектаров виноградников в его зоне, и он самый большой покупатель земли в своей зоне. This is Ritz Paris, the most famous luxury hotel in the world at the beginning of 1900. Это отель Ritz в Париже, на тот момент самый дорогой отель мира. И, собственно, вот его винная карта. The most famous red wine was Lafite with 70 francs. И самое знаменитое, самое дорогое вино было Lafite, 70 франков. Le Grand Cru, Premier Cru de Bourgogne, Да, 40 to бургундский 80. Гран-Крю, Премьер Крю от 50 до 80. And what you see is not the producer. There's not like Beaune, Louis Jadot. So it was all Negos wines. Only Negos, not only Negos. It's very important for you to understand. The terroir, that's what I said at the beginning. The origin, the vineyard, was the basic of the information. The producer, not so important. The vineyard, the origin, very important. Ну и, как вы видите, в этой карте нет названий производителей. И тогда был такой подход. Самое важное было это теруар, с которого происходит вино, происхождение вина, а не тот человек, который его сделал. These are all only names of vineyards. Marceau Jodot, Le Pouligny Montrachet, these are only vineyards. Да, вы видите, что здесь название только виноградников. Это коммунальные виноградники, Гран-Крю или Премьер Крю нынешние. It took me, in my business, and I'm one of the biggest Pinot Noir collectors in Germany, it took me 15 years to understand this. Ну и сам Роман, он один из крупнейших коллекционеров бургундских вин в Германии, и у него заняло 15 лет, чтобы полностью понять, осознать эту концепцию теруара. And you see a bottle of Le Montrachet was 35 francs, the most famous white wine vineyard in France. Ну и вы видите, что вот самые дорогие вина Монраше и Гран Монраше, соответственно, стоили 25 и 35 франков. And Mosel up to 90 francs. И вот вы видите цены, собственно говоря, на мозельские вина в той же винной карте. Вы видите, что цены, они существенно превышают цены на великие вина Бургундии. I've just been traveling 3 days through Russia, from the south to the north. I met a very, very friendly country with very nice people, a very modern country, and just, yeah. Ну и Роман уже в России 3 дня, он проехал ее с юга на север, и то, что он увидел, это что это очень интересная страна с очень приятными людьми, и что это очень современная страна. On the other hand, there's a big conflict in politics right now between the West and the East. В то же время мы имеем дело с очень большим конфликтом между Западом и Востоком. What you see in these documents is the same. The spice list from Paris was a couple of years after the First World War. Germans did kill some million French people on the field in the First World War, but they still have their wine. Ну и ситуация после Первой мировой войны была примерно же такая же, было в мире очень много ненависти, но вы видите, что во французском отеле в Париже через пару лет после того, как немцы убили несколько миллионов французов на войне, тем не менее французы продавали немецкое вино.
to me, it's a big problem that people in the government, like Donald Trump, don't drink wine. It's a big problem. If they would drink more wine, they would be more relaxed. Да, и говорю, что очень жаль, что вот эти политики, которые создают все это напряжение, что большинство из них не пьет вино. Если бы они пили вино, они были бы более разумными людьми. Big problem. I think Putin also doesn't drink alcohol. Putin doesn't drink alcohol. He drinks some. They should drink more. Yeah, but he drinks Burgundy in Germany. So far we know. Yeah. Okay. This is now my most interesting document for you. Why? I can show you the whole history of German wine in this. This is the most famous, the first luxury hotel in New York, Ritz-Carlton, New York. Этот документ один из самых важных для того, чтобы показать вам историю и истоки немецкого вина. Это, собственно говоря, винная карта самого эксклюзивного и дорогого отеля в Нью-Йорке. The first skyscraper hotel in the world. Это первый отель-небоскреб в мире. What you see here is, it begins with Bordeaux, and for example, Chateau Latour 250, Chateau Pape Clément 550. So the Grand Crus in Bordeaux around 2, 3, 4, 5 dollars the bottle. И вы видите, вот цены здесь, да, от 3,5 до 5,5 долларов за бутылку Grand Cru из Бордо. 6 wines from Burgundy. 6 вин white wine. Во всей карте 6 вин из Бургундии белых. И цены вы видите тоже. How much is a bottle of Romanée Conti La Romanée now? Approximately in Russia, 35,000. Even more. It's about 5,000 euro, 6,000 euro. I don't know. How much is it? 6,000 euro? Yeah, I think so. Yeah, depends on the vintage. 400,000, about 2,000. Vintage 2000 is now about, more. 600,000. Yeah. 600,000 euro, no more. Too much. Those days it was $8. Сейчас Романе Конти стоит очень дорого, а тогда, видите, он стоил $8. Кстати, любопытно, что рядом Мулин Ван присутствует, да, за 3,50. Ну, нет, это вы зря смеетесь, на самом деле. Это, опять же, то место, которое занимали эти вина тогда. And these are not the producers. These are the negotiations. Here is the producer, Villaine, Hubert de Villaine. I spoke about this in Villa d'Este in Italy a couple of weeks ago, and I was sitting Hubert de Villaine, the owner of Romanée Conti, next to me, and he saw this, and he was shocked about the price. Ну и вы видите, что в большинстве случаев указаны негацианты, которые разливали вина, и лишь Романе Конти указан домен де Вилен, тогда он так назывался, и вот 2 недели назад в Италии он был на конференции и сидел по соседству с Абером де Виленом, с владельцем, когда он показал ему эту картинку, Абер де Вилен был шокирован ценой на его вино. 6 white wines from Burgundy, 25 wines from Moselle, 25 wines from Rhine. How many from Burgundy? 6, yeah? 6. Да, 6 белых вин из Бургундии, 25 вин из долины Рейна и 25 вин из долины Мозеля. I want to show you how important German wine was in St. Petersburg, in Moscow, in London, in Stockholm, Warsaw, throughout the whole world, in the capitals. It was the number one leading white wine in the world. Роман просто хочет нам показать, на самом деле, какое место занимали немецкие вина чуть больше 100 лет назад в Москве, в Санкт-Петербурге, в Варшаве, в Стокгольме, в Нью-Йорке, Лондоне и прочих местах по всему миру. And Barkas Doctor and Schwarzenberger were more expensive than Romanée Conti. И Беркаслер доктор, виноградник из Мозеля и виноградник Шарценбергер всегда стоили дороже, чем Романе Конти в те времена. What happened? What do you think? Why did we lose reputation? Can I ask you one more question? Yes. I see that there are vineyard names and then listed and then vineyard names with the predicate. There were two different styles of wine. The predicate was off dry. It was not sweet like nowadays. There was no sweet wine in Moselle before the 1940s. Didn't exist. Ну и вот тоже важный момент. Я спросил, почему на отдельных строчках только название виноградника, а в других название виноградника и предикат. It's all dry. Да, и Роман говорит, что на самом деле сладкие вина для Мозеля это новый продукт. Он появился в 1940-е годы. До этого времени в основном производились сухие вина. Если вы не видите предиката в названии, это значит, это было сухое вино. Если был указан предикат, вино было с остаточным сахаром, но сахара было намного меньше, чем сейчас. This was GG, Cabernet, that those that with C was the G, Großes Gewächs, the top dry wine, and also it was off dry.
over Да, ну и here. вот вы видите, с одной стороны, например, Шлосс Фольверц кабинет, это было сухое вино, и вы видите здесь вино с категории Auslese, это было вино в стиле off-dry, so it was anyway, it was a table wine Yes. in terms of consumption. Ну, то есть это даже Auslese было, тем не менее, столовым вином, вином для стола, а не вином для десерта. What do you think? Why did we, in those days, this was Burgundy, white Burgundy here, 6 wines, and now what happened? What do you think? Вы видите, да, какая была тогда пропорция между Бургундией и Германией, например, долиной Мозеля. Как вы думаете, что произошло? Что случилось? Новая война случилась. Second World War. They say Second World War. Yes, what happened Second World War? Случилось, вот он спрашивает, что случилось во Второй мировой войне, and he says that the Jewish population was almost killed. Yes, we attacked Russia, Poland, the whole world. We tried to destroy our ancestors. They tried to destroy the world, and they attacked other people in their country, and the trade was dominated by these people. Но действительно произошло то, что Германия развязала войну и, в общем-то, своими нападениями на соседние страны пыталась разрушить мир. И в частности, вот очень важный момент, что вот виноторговлю топовыми немецкими винами вели вот эти самые люди, которые здесь изображены на этой фотографии. This is the marketplace. All the top wines were sold on auction in Trier, the capital next to my city. Ну, это фотография с аукциона на винной бирже в Триере. And we now know that 70% of the people here, 70% of these people have been Jewish. И 70% людей, находящихся в этом зале, были евреями. Josef Morgenroth, Roskal, Jonathan Bernstein, Walkenberg, all these are Jewish names. И вот эти все имена, которые поименованы в винной карте, это еврейские имена еврейских негациантов. So what happened? The Nazis went, they destroyed the trade, and the Germans needed to look for a new market, a new concept of selling wine. Ну и поскольку нацисты уничтожили традиционный рынок для немецких вин, им нужна была новая концепция, им нужно было каким-то образом продавать вино, искать для него рынки. And they did take good names, excellent names, like you know Liebfraumilch? You know? Вы знаете, что такое Лифраумиль? You know Liebfrauenmilch. Liebfrauen. E-N is missing. Ну, и то, что вы знаете, на самом деле называется Liebfrauenmilch. This is Grand Cru, 2.8 hectares in Wormser Speyer. It's a small vineyard. А Liebfraumilch это Grand Cru, виноградник категории Grand Cru, 2.9 гектаров, который находится в Вормсе, в Рейнгессене. Liebfrauenmilch is 15,000 hectares. It's not Riesling, it's some mix, some rubbish, done by big sellers. It's sweet. It's not bad because it's sweet, but it's sweet rubbish. Cheap rubbish for lazy. No, it's sweet because it's bad. It's bad to cover the ugly part. It's sweet. Да, и, собственно, площадь виноградников, которые производили Liebfrauenmilch, вот то самое дешевое сладкое вино, это 15 тысяч гектаров. И это вино было сладким, потому что сахар должен был скрыть недостатки вина. The same they did with my vineyard. Charles Hofberg, my neighbor, Egon Müller, keeps the world record for the most expensive wine in the whole world, up to 15,000 euro per bottle, 3 times more than Normandy County. И такая же история произошла с его виноградником, который называется Шарсофбергер. Его сосед Эгон Мюллер держит мировой рекорд по аукционной цене на вино. Его вино продавалось с аукциона по цене 15 тысяч евро за бутылку. Most expensive wine in the whole world. Это самое дорогое вино в мире. And they took the name and they made Schwarzberger, not Schwarzhof, H-O-F. I'm sorry, this sounds complicated, but this is ugly И reality. что сделали в результате немцы? Они убрали середину из названия не Шарцофберг, а Шарцберг. И дали опять же это имя большим коммерческим маркам. The most important thing in your job in the restaurant is, and in the trade, and the same with Vino Terra, is to build up trust. If you destroy the trust of your customer, your supplier, like me, goes away, and your customer goes away. И самое важное и для сомелье, и в виноторговле это заработать репутацию, заработать доверие.
Если вы утрачиваете доверие перед своими партнерами, они моментально вас покидают. If you destroy the trust, you lose them. Yeah. Если ты разрушаешь их доверие, они к тебе больше не вернутся. I'm thirsty. Do we get some wine or? Yeah, why not? Sorry. Да, вот Роман говорит, в горле, кажется, немножко пересохло. So now this is 1934, New York, American wine. Это 1934 год, Нью-Йорк, и появляются в карте американские вина. 2 weeks ago, I was in the most expensive, most famous German luxury hotel in Schloss Elmore, and I had a presentation together with the owner of Chateau Montelena from California and Screaming Eagle, one of the most famous red wine in the whole world. И 2 недели назад он проводил в одном из самых топовых отелей и проводил презентацию вместе со Screaming Eagle и вместе с Chateau Montelena, с их владельцами. They were shocked to see American wine in those days was Riesling, Moselle, Chablis, Sauternes, Windner's Rhein, Johannesberg, German vineyard. И они были крайне удивлены, увидев названия американских вин в карте, которые назывались Шабли, Мозель, Рислинг, Йоханнесберг, Рислинг, Сатерн и так далее. This is Bayern, Russian River, California. This is Oakville. Arden is now a big seller in Oakville in California. Casabianca is in the western part in inner part of California. Colombe is a big producer next to the coast. These are all California producers. But they did... Все производители, которые вы здесь видите, они базируются в ныне нам известных местах, таких как Russian River, Oakville и других. И, собственно, тогда они производили вот такие вина. And so this is one of the reasons why I bought my vineyards in my area and not in South Africa. I thought about buying, my brother lives in South Africa, and I thought about buying one in South Africa, but then I decided to buy it in Germany. Ну и когда Роман искал, в общем-то, зону, где воплотить свою мечту делать вино, он также рассматривал Южную Африку, потому что в Южной Африке живет часть его семьи, но познакомившись с этими документами, он убедился в том, что это стоит сделать именно в Мозеле. We begin with my Saar Riesling 2014. Начинаем мы с вином, которое называется Saar Riesling 2014 год. If you do not know a producer, always try the cheapest wines he produces. Если вы не знаете производителя, начинайте знакомство с его винами с самого дешевого, самого базового вина. And there's only one thing which is very important about the wine. I call this the empty rule, the empty glass rule. И самое важное правило, которое нам позволяет определить, хорошее вино или нет, это правило пустого бокала. Если бокал пуст, значит вино хорошее. The wine should attract the customer to be empty very fast. И задача вина сделать так, чтобы бокал вашего клиента был все время пуст. I'm looking for balance, ripe acidity. Many customers are afraid of Riesling. Oh, it hurts. Many customers are afraid of Riesling, but our Riesling is ripe and balanced and very digestible, good for the stomach. И что касается Романа, то он старается получать вина сбалансированные, вина из действительно очень спелого винограда с хорошо интегрированной кислотностью. Очень многие клиенты боятся рислинга, потому что думают, что он будет грешить чрезмерной кислотностью. Но в его случае баланс это важнейшее правило. I'm very happy that I can offer this wine to Vinoterra, because my American importer in New York bankrupted last year, and I'm very happy because I stopped selling to this customer, and so I still can offer this wine. And my wines need time. Good quality always needs time. Ну и Роман очень рад, что он может нам предложить попробовать это вино. Мы с вами пробуем это вино, потому что его американский импортер год назад обанкротился, и Винотерра забрала его квоту, собственно говоря. И он говорит, любое высококачественное вино обязательно требует времени и терпения. I hope you can follow my impression that the wine dances. To me, I already told this. To me,
a great wine. When I began my business, I was a Parker Point collector. But the more experienced I am, the more I believe in elegance and beauty and lightness. To me, a great Riesling is like a ballet dancer from Russia, from the Bolshoi theater. Like a dancer, very, you can see every vein, and you can see the figure. It's very elegant, very strong. Ну и Роман, когда начинал коллекционировать вина, он коллекционировал паркеровские оценки, и постепенно он пришел к пониманию, что самое лучшее, что может быть в вине, это его изящество, и вот он сравнивает свое вино с балериной из Большого театра. Воздушное, невесомое и что-то очень красивое. In 100 years, this kind of wine was the ideal of a white wine. Light, animating, good acidity, very important because acidity is extremely important to keep the wine fresh for many years, to age well, and to make you thirsty. Very important. But it needs to be ripe, digestible. Ну и более 100 лет назад это такой тип вина, он служил эталоном для белого вина во всем мире. Вино легкое, но с наполнением, содержанием, вино с хорошей кислотностью и вино, которое позволяет вам наслаждаться вином в сочетании с едой, конечно. Berlin, 1902. No, sorry, 1902, yes. Берлин, 1902 год. The biggest wine house in the world. Самый большой винный дом в мире. You see a bottle of Pichon Lalande was 7 gold mark. И видите, цены, Пишон Лаланд был 7 золотых марок стоил. Lafite, Margaux, Aubryon, these are the most famous reds in Bordeaux now. Лафит, Марго и Обрион 10, 10 и 10, 11. 11, 12. И 12. Icam, 10. И Кем стоил 10. Has anybody ever tasted Icam here in this room? Кто-нибудь из вас пробовал Икем в своей жизни? Good. Oh, okay. Nice. Неплохо. I just had 1927 with Egon Müller. Вот он с Эгоном Мюллером недавно пил 1897. Le Montrachet, 5, the most famous vineyard in France. Монраше 5 золотых марок. And Mosel. The Negociant Deinhardt, producer, Crescent producer von Volkswagen 15. И, собственно говоря, негациант Дайнхард, производитель Ван Вольцем, 15 золотых марок. This is also nice. This is Königsberg. This was a German city. We lost it because of stupidity. Это карта из Кёнигсберга. Это был немецкий город. Мы его по глупости потеряли. And this is Chateau Nebelas 4, Gröleros, Cheval Blanc Gröleros 50, 6, Icam 4, Икем 4 von Volkswagen Schwarzberger 10. и Шацуберга Ван Вольцем 10. This piece of paper is the main reason why I bought my estate. Это тот самый каталог, который вот был последней каплей в том, что его убедило купить это хозяйство. The reason for the success of the highest price was very simple those days. These are the vineyards we work in. Ну и как бы истоки успеха, они очень просты и высоких цен. It's the lightness and the acidity and the freshness of the wine. И вот вы видите виноградники, на которых он производит вино. Это свет, это прохлада и вот такие крутые склоны. This is all my vineyards. When I bought this estate, this was given up. No more. Это все его виноградники. Вот верхняя часть, которая над дорогой, на тот момент была заброшена, и посреди лозы росли посреди выросшего позже леса. What you now see in my area, the flat fields where it's a very fertile soil are given up, and steep slopes like this, only handwork, very expensive production, they have a renaissance. И если бы вы были в его долине некоторое время назад, вы бы увидели, что равнина, где очень плодородные почвы, нет ни одного клочка заброшенного, а вот эти склоны, где очень дорого работать, где очень низкая урожайность, они были заброшенными. Сейчас происходит ренессанс этих виноградников. I'm sure you see this from my vineyard. That looks like my vineyard. Yes. Yes? Yeah. Ну и вот Роман взял образцы почвы у нас там из ящичка, говорит, я уверен, что вы у меня это утащили из виноградника. И Наталья подтверждает, что это так. I'll send you the bill.
Он говорит, я пришлю тебе потом счет. This is very important. Why? There are lots of minerals in here. And when it oxidates, you see? Очень важно вот эта почва, и в ней очень много различных минералов, и на сколах эта почва, она оксидируется. It gives the minerals It's rich the in wine. iron then. And this is what we call structure. It's the backbone of wine. Вот. И эта почва дает вину то, что мы называем структурой. Это как бы скелет вина. We both love wine, and when we drink wine, we begin with Riesling, at the end we finish with Pinot Noir and some sweet wine at the end. Но когда мы оба любим пить вино, это действительно так. Мы начинаем всегда с рислинга, заканчиваем красной бургундией, потом может быть немножко сладкого вина. There's a big difference between only fruity wines with no finish and handcrafted terroir wines with finish and minerality. Burgundy, Bordeaux, it can be northern Italy, it can be only Piemonte, it can be, but it must be a rocky site, it must be an interesting soil. Но есть огромная разница между коммерческими фруктовыми винами, которые очень пышные, но не имеют длины и не оставляют в послевкусии никакого следа. И есть терруарные вина, которые растут, как правило, на скудных каменистых почвах. Это может быть Бордо, это может быть Бургундия, это может быть Северная Италия, например, Пьемонт. И тогда, когда лоза попадает на такой терруар, вы чувствуете в вине длину. This is the difference between industrial wine from a supermarket and handcrafted wine from a good supplier like Nutella or like Berry Brothers. That's a big difference. И вот эта разница, она особенно хорошо видна, когда вы сравниваете вино из супермаркета и вино от импортеров, таких как мы, специализирующихся на таких вот артизанальных и терруарных винах. I want you to understand the steepness. There was a vineyard here up to when I bought my wine estate. This was a vineyard. This was given up, and this was all given up. И вот Роман хочет нам показать, насколько в прямом смысле слова, не в переносном, крутые его виноградники. Когда он покупал эти земли, вот площадка на равнине была засажена лозой, а склоны были заброшены. I bought the whole estate, and I bought this whole piece of land, and I got a lot of money for it. That was the first I sold, and I sold this for 5 marks the meter, and I bought for 1 mark here. И, собственно, вот этот участок в излучине реки, он принадлежал Роману. И, продав этот участок на вырученные деньги, он купил весь склон напротив, потому что стоимость участка внизу была 5 марок за квадратный метр, а стоимость виноградников была 1 марка за квадратный метр. We call this potato field. You get big potatoes, big berries, a lot of fruit, but no flavor. И все, что можно вырастить на этом участке, это овощи или фрукты, например. Получается огромная картошка. Если посадите какие-то ягодные кусты, будут огромные ягоды. Их будет много, но в них не будет вкуса. This one is 100% steep slopes, 100% old vines, older than 30 years old, and only from these vineyards, and 100% natural wine. Ну и, собственно, у нас с вами в бокалах вино, которое на 100% происходит с виноградников вот с таких склонов, и это в прямом смысле слова натуральное вино. If it would have gone here, it would now the glass is warm. It would die now. Если бы он сделал это вино с виноградника вот на этом нынешнем картофельном поле, вино сейчас согрелось, и оно бы уже было мертвым в этом бокале. But a good wine with structure still keeps fresh and shows complexity and it's animating. Ну и вино, вот терруарное вино с хорошей структурой, оно продолжает оставаться сбалансированным, свежим и держать свой букет. So, the steepness is very important to catch the sun. And in the day it gets very hot, in the night it gets very cold. Крутые склоны — это очень важно, потому что важно расположение по отношению к источнику света, к солнцу. Нужно поймать максимальное количество солнечного света, поэтому такие виноградники имеют специфический климат. На них очень жарко днем и на них холодно ночью. In this area, this River Saar, we do have the highest altitude between day and night temperatures over whole Germany. It's like Champagne, Clos de Menils in Roger, or like in Bordeaux. Next, if you see
You see, if you go to Bordeaux, if you go to Médoc, if you go to, let's say, Château Latour, there's the second growth, third growth, they're up on the hill, and then nearer they get to the Gironde, to the sea, where there's a bigger conflict between sea temperature and day temperature, the wine is better, more expensive. Château Lafite is next to the river, and then there's Lange-Barge, and it's at the top of the hill. It's cheaper. This is very important to understand. If you visit, open your eyes. If you visit wine estates, check where the best vineyards are. И вот Роман говорит, что куда бы вы ни посмотрели, самые важные виноградники всегда располагаются на склоне с максимально интенсивным солнечным освещением. И то же самое, вот он привел пример Бордо. У вас есть склон, пусть и покатый, все-таки ближе к реке, где располагается Шато Латур, это первый Гран-Крю, и выше по склону на более плоской поверхности располагается Линч-Баш, например. И это пятый Крю. Here, и здесь то же самое. It's best in the middle. This is boring, it's too low, it's get too warm, too humid, too much fog. Here it's too cold. Here it's like in a bit of meat, the fillet. We're looking for the middle. Always this part. Да, ну и вот в данном случае на этом склоне нижний участок он недостаточно хорош, слишком много воды. Верхний участок на плато он плохо созревает, потому что слишком холодно. И самый лучший участок это верхушка склона, вот то, что он показывает. В Германии часто такие участки называют филе виноградника. I just sold all this. И вот он говорит, что я только что избавился от всего нижнего склона здесь. And for a very high price, I made a bad business. I gave 1.5 hectare of this, and I got 0.8 hectare, only 50% over here. Да, вот обмен одного виноградника на другим был довольно плохим бизнесом. За сумму, которую он выручил от 1,5 гектаров внизу, он смог получить только 0,8 гектара на склоне. All the people in the village laughed about me. И все население деревни смеялось над Романом. But if you taste both one, if you taste one here and if you taste it here, it's more complexity. It's like in Burgundy. If you go to Burgundy, you need to go to Burgundy. You step from one cru to village here. It's only 1 meter between. This is 50 rubles the bottle and 1,000 rubles the bottle. Да, и очень важно, это как в Бургундии, говорит, очень важно, чтобы каждый из вас когда-нибудь побывал в Бургундии, вы увидите под своими ногами, сделав метровый шаг, у вас удваивается стоимость бутылки. And the monks who did create these vineyards, first the Romans, and then the monks, they knew exactly the difference. They made a law, they made the walls. If you need to go to Burgundy, if you see Burgundy, you understand everything. And this is what has influenced my understanding of wine. Ну и монахи много столетий назад, они прекрасно понимали, какой виноградник что дает. Они обносили их стенами, и поэтому очень важно побывать в таких зонах, как в Бургундии, чтобы увидеть, ну, по мнению Романа, идеальную модель работы для того, чтобы получить топовые вина. И это то, что, собственно, вдохновило его на его собственную стратегию. A classical sour wine always is dominated by blumiger Duft, fruity and floral nose. И классическое мозельское вино, пишется в этой книге, всегда имеет фруктово-цветочный букет, refreshing acidity, освежающую кислотность, beautiful lightness, удивительную легкость, прекрасную легкость. All my wines contain between 10 and 12, never more than 12. И все его вина, их алкоголь варьируется между 10 и 12%. If you want to sell a second bottle in the restaurant, this is very important. И если вы хотите в своем ресторане гостям продать вторую бутылку, это очень важно. I'm not talking about sour or thin wine. I want a full-bodied wine, but the customer stops drinking when the wine is too rich. Да, и он говорит, не то чтобы я хочу иметь какие-то худосочные вина, я хочу иметь богатые вина, но если вино слишком насыщенное, слишком тяжелое, гость быстро перестает его пить. So it's very important that the wine is digestible, good digestibility. Ну и очень важно, чтобы вино прекрасно пилось и прекрасно усваивалось. You know what this means? You get thirsty.
You drink the wine and you get thirsty. Классическое вино, мозельское, это вино, которое делает человека, развивает у человека жажду. This is a document from 1892. Это книга 1892 года. They say that this is a highly elegant sour wine of the highest spiciness, is absolutely of the low heaviness, is unique in the world. И вот в этой же книге 1891 года написано, что классические мозельские вина – это вина с букетом, с печатью специй, и это вина уникальные с сочетанием богатства и легкости. And that's what we try to get. Yeah. This? Yes. Schiefer? Thank you. This is my entry basic level of wine, 2015. It's called Slate. Schiefer. Slate. Следующий вин, который мы пробуем, это шифер, или переводится как сланец, и это его базовое вино 2015 года. Nice one. 100 years ago, these wines were all dry, and they were combined with this is like a sommelier. Someone a restaurant didn't have the money for a sommelier, and they took this piece of paper on the list on the table. Да, ну и 100 лет назад все топовые немецкие вина были сухими. И вы видите, вот это колесо сочетаний. В то время в многих ресторанах не было сомелье, и они пользовались вот такими шпаргалками при подаче вин. If you choose white meat like veal or like chicken, если вы выбираете что белое мясо, такое как телятина или, например, цыпленок, take Beaujolais or light Mosel. Вы должны подавать Beaujolais или же, например, легкий Мозель. Or fish. Если вы подаете рыбу, Light, it's always the same always about lightness. Мозель более легкого стиля. And mussels, oysters, or king crab. When I go to New York, I always go to Blue Fish Bar. If you're in New York, you need to go there. They have king crab, American, Canadian king crab, which is exactly the same like Kamchatka. It's the same animal. Only different. It speaks a different language. Если вы окажетесь в Нью-Йорке, вам нужно посетить один ресторан. What's the name of the restaurant? It's Lure Fish Bar in New York. Нью-Йорк? Lure. L-U-R-E. Окей. Это рыбный бар, который называется Люр, и там подают королевского краба из Канады, который является, собственно, одним и тем же видом, как наш камчатский краб. It's because our wines are produced in slate. И все это, вот эти сочетания, они строятся потому, что вино производится на сланцевой почве. This is nothing else than a sea sediment, 300 million years old. Это всего лишь навсего морские отложения, которым 300 миллионов лет. With lots of saltiness, it's lots of salt inside. И в них содержится очень много различных солей, в частности. And iron. Также содержание железа высоко. And therefore the wine has some iodine character. И поэтому в вине вы можете найти йодистый характер. Especially Schwarzburg, which is what we. И особенно, когда речь идет о Шарценбергере. So this wine shows a little bit less acidity than the Salzing, but a little more round. И это вино по сравнению с предыдущим показывает чуть-чуть меньше кислотности и является чуть более округлым. To me, very important is this long balance. Hopefully, you can follow this. И что очень важно, это баланс и длина вина. Yeah. Do you like it? Вам нравится вино? No. No. No, they're very shy. Вот, да, еще напоминаю вам, что в начале разговора Роман сказал, что он будет рад вашим комментариям и вашим вопросам. Should make you thirsty. Да, но это вино, которое должно создавать ощущение желания следующего глотка, ощущение жажды. Many people think that Mosel wine is sweet, also in Germany, still. Многие люди в мире считают, что мозельские вина, они сладкие, и так считают многие люди в Германии. In 1903, there was no sweet wine in Moselle. И в 1903 году не было сладких вин в Мозеле. Вы видите, что для десертов рекомендуются совершенно другие вина. Was Tokaja, Malaga, Sauternes. Предлагались Токай, Малага, Сатерн и так далее. Sweet wine, the Moselle didn't exist.
И сладкого вина в Мозеле на тот момент не существовало. And we try to produce this dry style. I want to be number one. We are number one dry wine producer in the Moselle. Extremely food-friendly wines. I want the wine to grow together with food. Ну и Роман вот со своим хозяйством очень хотел вернуться к корням. И на сегодняшний момент он относится к числу ведущих, а может быть даже номер один в производстве сухих вин в Мозеле. This is my tasting room. Это моя дегустационная комната. Yeah. This room, the people came to auction to taste the wine before the auction in Trier. Ну и он часто приглашались в эту дегустационную комнату клиенты, чтобы попробовать вино перед Триерским винным аукционом. And these are classification maps, and I follow the classification from 1840s in my philosophy. Это карты классификации 19 века, и он в своей философии придерживается классификации, созданной в 1840-х годах. These are my vignettes now. I own about 60-70% of my vignettes are Grand Cru vignettes. They are Coop, Gottesfuß, Altenberg, Goldberg, Pfalz, Charlesberg. These are the dark red spots here. That's what we focus on. Это карта виноградников Романа. 60-70% виноградников это виноградники категории Grand Cru. Здесь вы можете видеть их названия: Куп, Альтенберг, Goldberg, Ritterpfad, например, или Schwarzberger. And also this wine is produced in steep slopes and top vignettes, but the vines are younger. И, собственно, с этих же склонов производится и вино Шифер, только разница в том, что здесь более молодые лозы. It's like in Bordeaux, Chateau Latour, Les Forts Latour, the three wines Chateau Latour produces Chateau Latour, Grand Cru, Les Forts Latour and Pauillac. Ну, это как вот, если провести аналогию с Шато Латур, производится три вина, собственно, Гран Вен, Гран Крю, производится Лефор де Латур и третье вино Pauillac де Латур. Every big chateau in Bordeaux has a second and third wine. И все крупные шато в Бордо имеют второе и часто третье вино. My second wine is Schiefer Riesling. И вот мое второе вино это Schiefer Riesling. Any question about the wine? Есть какие-то вопросы по поводу вина? Pardon? She's asking for the price. Ну, я думаю, что да, вам огласят потом. I have a question. How do you vinify this wine? We only work with natural. We call this natural winemaking. I believe I'm very much influenced, as I told you, by Burgundian producers like Jacques Ladière from Jadot, or Monsieur Romier, or Sylvain Catillard, and they believe in natural winemaking. Therefore, we believe in natural winemaking. This means we don't add any findings. Spontaneous fermentation. Ну, я задал ему вопрос, как было это вино сделано. Он говорит, что мы вино делаем в прямом смысле слова натуральным образом, следуем философии вот бургундских производителей, которых он назвал Румье, Сильвен Котьяр, например. Это вино ферментируется спонтанно, не имеет никаких добавок и не проходит ни фильтрацию, ни осветление. I drink wine now for 30 years. I drink it more than 100,000. I don't drink so much alcohol. I try to stay in good shape, but I love to taste wine, and I taste wine nearly every day, and always blind. Very important. If you want to learn, you need to drink blind. Роман пьет много вина, пьет вино и дегустирует вино каждый день. Очень ему нравится, он предпочитает дегустации вин вслепую. И алкоголь крепкий он не пьет, потому что он считает, что это нехорошо для здоровья. And to me, it's very important that there's something in the finish. So next time you taste the wine blind, check the wine if there's structure. Wine, there are different different architecture of wine. One is only the font, cheap basic wine is only the font. Some is very alcoholic, and little wine is here. И, в общем-то, дегустация вина очень важна. И важно именно чувствовать, как вино себя ведет в горле. И, соответственно, есть вина, которые у вас остаются только во рту и не имеют длины послевкусия, как показывают в атаке алкоголь. И есть вина, которые у вас остаются в горле после того, как вы их проглотили. И только так можно оценить уровень вина. I don't want the wine to be bitter, to be too sweet, too sour, to be too extreme.
A good wine is like music, like architect, like art. Balanced. It's long, it's balanced. This is very important. Да, ну и он не хочет, чтобы вино выделялось каким-то одним своим качеством, будь то кислотность, или горечь, или сладость. Он хочет, чтобы вино, как хороший архитектурный объект, имело свой баланс. But to get this structure, we need the right site, the right vineyard. This is very limited. И чтобы получить такое вино, и вин таких в мире производится очень мало, нужен правильный виноградник, To find this правильный vineyard, участок. I went into historic documents and checked this, and I just found 3 years ago. I found a new vineyard. This is an antique map. I did find this map. It's new. It's absolutely unique. It doesn't exist. It's the only sample. It's 1890 new edition, and I found this vineyard, Geisberg. It's Ну, right. и, прежде чем начать покупку участков, Роман провел большое исследование винных карт того времени, я имею в виду карт виноградников. И вот на одной из таких карт, которая датировалась 1890 годом, он обнаружил виноградник под названием Гайсберг. It was a Roman plantation 2,000 years ago. Then it was planted. Then it was kept by monastery, and in the French Revolution was auctioned in Paris. И этот виноградник посадили римские колонизаторы больше 2000 лет назад. Потом этот виноградник возделывали монахи, и в 1790 году этот виноградник был отобран у монахов и был продан на аукционе в Париже. And then it was sold to good people, and they worked very hard. They made great wine. They got very successful. This was Geisberg, one of the most expensive one, the third most expensive one. These are the auction prices of 1893, and this was became one of the most expensive wines. Ну и этот виноградник приобрела очень хорошая семья виноделов. И вот по состоянию на конец 1890-х годов этот виноградник занимал третье место по цене в Германии. This guy here is Albert von Brockhaus. He's the founder of this group, BDP. He was the biggest owner in here. Это человек на этой фотографии является основателем ассоциации ВДП. What was his name? Albert von Brockhaus. He's the founder of the, Альберт Брокхаузен его звали. he was the founder of the BDP organization in Germany, 1910. И он в 1910 году выступил инициатором основания ассоциации, которая теперь называется ВДП. At Kempinski, that time it was called the Association of Natural Wine Producers. yes, but they changed the name in the 1960s from VDN into VDP, Association of Natural Wine Association, into VD Ну, и credit cards. до 1960-х годов эта организация носила название ВДН, производители натуральных вин, и после этого была коллизия с законом, и их обязали поменять. It's not so important. It's more important that we are 200 people. We're about 2% of German wine production, and the 200 best producers of Germany are there. Да, что важно, что ВДП это организация, пусть и небольшая, 200 производителей и всего 2% производства вин в Германии, но это 200 лучших производителей Германии. And Kartäuserhof, supplied by Winterra and Andorsen, are 2 of 12 founding members. И, собственно, два винодела, с которыми мы работаем, Ван Вольцем и Картойзерхоф, являются двумя из 12 виноделен в Германии, которые основали ВДП. Kempinski, Berlin, 1907, a bottle of Mouton Rothschild was 450. Кемпинский отель в Берлине, Мутон стоил 4,50 And Geisberger 750. и Гайсберг стоил 7,50. Moran Bracht, Chateau Lafitte, 1900 was 4 gold mark. Лафит стоил 4 золотых марки, And Geisberger, Гайсберг стоил 12. 12. You might visit many wine estates in the world. Hopefully, as a wine professional, you should visit as many occasions to taste wine and to visit people. But you will not find these kind of documents the second time in your life. Очень важно посещать виноделов, старайтесь посещать их как можно больше, чтобы видеть место производства вина, знакомиться с людьми, но вряд ли большинство этих виноделов будут иметь вот такой глубокий экскурс в историю. The best way to judge a wine is to taste old vintages. Лучшая проба качества вина – это пробовать старые винтажи. The
We tasted 1927, 31, 21, 1907, all the digits. 1907, 1921, 1934 года. And this all was given up in the 1970s and 80s in the crisis of wine. И в кризисе винной индустрии 70-х годов этот участок виноградника был полностью заброшен. One of the most exciting terroirs in Germany being totally abandoned. Один из самых лучших терроиров в Германии был полностью оставлен без внимания, полностью заброшен. So I bought this 190 parcels from 60 owners. И он купил how many parcels? 188. 188 участков от 60 различных владельцев он купил. Cut about 8,000 trees. Срубил 8000 деревьев. Did lots of trouble with the authorities because I forgot to ask if I'm allowed. I was not allowed to cut the trees. Да, и у него были огромные проблемы потом с властями, потому что по закону он не имел права без разрешения рубить деревья. And this will be the future of my wine estate. We will make the best wine in my estate. Some of the best Riesling in the world will be grown here in 20, 30, 40 years. Ну и Роман говорит, это будущее моего хозяйства. С этого виноградника он сделает, возможно, самый лучший свой рислинг и один из самых лучших рислингов в Германии. We have two aspects: the steepness. Да, у нас есть две важных характеристики. Это крутой склон. The sun gets directly in there. Это прямое попадание солнечных лучей. And with the terroir. И это, конечно, терроир, это сланец. Volcanic slate. Это вулканический сланец. Extremely low pH. Очень низкий pH. And I was able to buy this estate and to invest here about 1 million euro because my ancestors did work very hard. And I hope my grandchildren will be successful here. Да, и ему повезло, его семья, его предки работали очень хорошо, поэтому у него были деньги на покупку этого участка, он стоил 1 миллион евро. Yeah. It's investment into the future. Это его инвестиции в будущее. It's Arthur makes a film about this, about the rebirth of a legend. Ну, и, они специально с Маркусом Молитором сняли фильм, который назвали «Рождение легенды». Для них этот проект был чрезвычайно важен, поэтому они посвятили ему фильм. Yeah. So it's to me a big privilege that I have the chance to rebuild something very special. I'm already very excited about the wine because we have lots of ginger character in this wine. It will be very refreshing. Ну, и, он уже очень с таким волнением ожидает первое вино. По описаниям вина этого виноградника имели такой интересный тон имбиря. It's. I hope you can follow my enthusiasm. Надеюсь, что вы тоже как бы вдохновитесь его энтузиазмом. Quality is always the result of the right vineyard. И качество — это всегда, прежде всего, правильный виноградник. Which one do we have here? Какой вино? Rotschiefer. Rotschiefer. Okay, so now this is an off-dry cabernet. This was 2016 best off-dry wine of Germany in a big tasting of 700 wines by Vino Magazine. Tasting champion 2016. И это вино Ротшифер Кабинет 2000. Ротшифер Кабинет — это вино с чуть больше с остаточным сахаром. И вино урожая 2016 года было признано лучшим off-dry рислингом в Германии. It's a little sweeter. Оно немножко слаще. There's some more sugar which transports the sweetness, the fruit, like a surfboard. И, собственно, задача этого вина, сладости в этом вине — это как доска серфера, которая подвозит фруктовый характер вина. And this goes fantastic with Asian cuisine, with cheese. Это прекрасно работает с азиатской кухней, с сырами. Will age for many decades. Ну и это вино может выдерживаться в бутылке много-много десятилетий. I have a question before I forget. What will be the temperature variation in the steep slopes between day and night? Exactly the figures. And the very important thing is During the end ripening, September, October, we harvest. This is something very important. Because of global warming, I'm a big investor in this area. Because of global warming, very important. И также Роман инвестор большой в винограднике этой зоны, в том числе из-за глобального потепления. And in a vineyard in Italy or in Spain, it gets more and more difficult to produce elegant white wine.
И, например, если брать теруары Италии или Испании, из-за глобального потепления элегантные белые вина становятся производить все сложнее и сложнее. This vineyard here was too cold in the 1970s and 80s. Этот виноградник был слишком холодным в 1970-е 80-е годы. Because of global warming, because of the global international heating up, it's not perfect. Because Riesling does not like heat. И, собственно, вот с небольшим повышением температуры этот виноградник стал идеальным. Потому что рислинг, ему нужно солнце, но он не любит жару. The whole wine industry, if you travel around the world, I travel a lot, I've just been to Cambodia and Vietnam a couple of weeks ago, I've just been to Canada. If you travel a lot, you realize how fast climate is changing and how fast the industry and the whole world wine is changing. For example, in Australia, it's a nightmare now to make wine in Barossa Valley or Adelaide. It's a nightmare. Да, ну и вот Роман много путешествует, он в последнее время даже был в нескольких странах, и он видит, как быстро меняется климат. Делать вино в Бароссе сейчас это сущий ад. And we go in these cooler sites in order to get the freshness and the quality of a great terroir, but to keep the freshness of the wine. И поэтому терроир это так важен, мы и к нему обращаемся для того, чтобы получить натуральным образом абсолютно свежее вино. And in a normal October, in the night it's plus 2 or 3 or 4, and in the day up to 30-35. It gets very hot. И да, уникальное совершенно вообще для мировых виноградников сочетание в октябре, когда виноград подходит к своей полной спелости. Ночью на винограде может быть плюс 2, плюс 3 градуса тепла, а днем температура может подниматься до 35-37 градусов. And I talk about the magic of our valley because of the combination of this minerality here, this slate, and the acidity. И секрет вот этого уникальной свежести вина это прежде всего сочетание сланцевых почв и прохладного климата. Please don't misunderstand me. When I talk about acidity, I don't mean sharp, sour. I hate when one is sour. Horrible. Да, и когда он говорит про кислотность, он не имеет в виду острую царапающую кислотность, несбалансированную, он говорит, наоборот, я ее терпеть не могу. It must be a refreshing acidity. It must be aromatic. То есть это должна быть ароматная кислотность, освежающая кислотность. Yeah. Yesterday I did have a tomato from Uzbekistan. I'm happy for you for the embargo because we need to eat duck tomatoes. They're really horrible, or Spanish tomatoes from farms in Spain. They taste like water, and you get Uzbekistan tomatoes. Вчера он попробовал узбекские помидоры, и он говорит, что он никогда в жизни не пробовал помидоров лучше. И в этом случае нам повезло с эмбарго, потому что мы едим хорошие помидоры, они в Германии вынуждены есть безвкусные испанские томаты. You get the acidity and the sweetness, both. This is what makes a great product. That's what we do in here. We do have a combination of the sweetness of the fruit and the saltiness of the soil and the freshness of the acidity. Very important. Да, ну и вот эти томаты, они отличались тем, что они сочетали в себе и кислый, и сладкий вкус, и вкуса было много. И вот такой виноградник, он позволяет нечто подобное получать в винах. And in my state, you see the vines here, they are all ungrafted. И, кстати, вот еще интересный момент. Вы видите, сейчас идет посадка лоз. Все лозы высаживаются на виноградник без подвоев. Visiting the best producers in Burgundy and throughout the whole world, I learned that the basic of a good wine is a combination of three factors, three aspects, the same everywhere in the world. Да, и вот путешествуя по миру, для себя Роман уяснил три важнейших вещи для качества вина. Они одинаковы во всем мире. It's a combination of, number one, the best site, Schwarzberg, the most famous vineyard of Germany, the most expensive land we have in Germany. И вот на этом слайде у нас с вами виноградник Schwarzberger. Это один из лучших теруаров для рислинга в Германии. И это самый дорогой виноградник рислинга в Германии. This is my vineyard. Вот это его, собственно, парцел. This is Egon Müller. Schwarzberger. Это строение Эгона Мюллера. And so it's number one, the best site, the best vineyard. Number two, the right genetic. И первый момент это идеальный теруар. Второй момент это правильный генетический материал. And number three, natural winemaking. И третье это натуральное производство вина.
We tried to get this slate from Charlesburg, the blue slate, the elegant minerality, yes. Да. Секрет почвы — это так называемый голубой сланец, который сообщает вот именно особенный характер именно винов Шаценбергер. One reason why I bought this estate is the crisis enabled me to buy many old vineyards with very old vines. Ну и опять же, Роману повезло, и было одним из вдохновляющих моментов покупки виноградников то, что ему удалось купить участки с очень старыми лозами. It's now Altereben, Сейчас у нас вино, которое называется Alte Reben, старые лозы, 2015. Very good. 2015 год. Без прибоя, почему они там вопрос филоксирования стоит? The question is, why do you plant the vines ungrafted? There's no, is phylloxera free soil? No, And why? no. If you go to, I'll tell you something. I went to the best producers some of the best producers in the world. Like I will never forget Bordeaux in Angelus. I went to the vineyard of Angelus, and I saw the vineyards. And Он посещал очень много, прежде чем начать свой производство, очень много топовых хозяйств. Он был в Шато Анжелюс. and Ozone, the same day, took a vineyard manager of Ozone and Angelus. Он был в Анжелюсе и в Озоне. Two of the most expensive wines in the whole world. Это одни из самых дорогих вин в мире. And I In the right bank for sure. Yes, in right bank. And I saw the vineyard. The vineyard was yellow in July. И он, когда увидел виноградники, они имели желтый цвет уже в июле. I said, "What are you doing here? This looks like И он спросил, что вы делаете со своими it виноградниками? looks awful." Это же выглядит ужасно. And the owner and the vineyard manager was standing there and said, "Le virus, je sais pas c'est quoi, mais le merve, it's a virus." Да, и как бы управляющий виноградник, агроном, держа руки в карманах, пожал плечами и сказал, я не знаю, вирус какой-то. They're all sick, but they make the best wine. И получается, что они делают лучшее вино с больными лозами. I will never forget Egon Müller, my neighbor, standing in front of the vineyard. My vineyard and his wine is next to each other, and he was standing in front of the vineyard where he produces the most expensive wine in the world. И он никогда не забудет момент, когда Эгон Мюллер, его сосед, они стояли на границе их виноградников вместе, и Эгон Мюллер объяснял Роману, почему он делает самое дорогое вино в мире. I was there with a scientist of the Mainz University with a small how to say this? Yeah, microscope. Да. И с ним был профессор университета из Майнца с микроскопом. And he took Egon, come here, look at this. You have phylloxera in there. И он позвал Эгона Мюллера и показал ему под микроскопом образцы почвы и говорит, Эгон, посмотри, у тебя филоксера здесь. He was standing there and said, so what? It gives a great wine. И говорит, ну и что? В общем-то, при этом все равно виноградники дают великое вино. The important aspect is, if the soil is fertile, if there are no stones, the vine dies. If the soil if it has lots of stones, if it's rocky, like in my vineyards, or sandy, like in Chile, it does not destroy. It does not destroy the vine. This is important. Но важный момент – это сама почва. Если почва очень плодородная, почва очень тяжелая, то действительно филоксера наносит серьезный урон. Если же почва каменистая, то серьезного урона нет. And the best vineyards are always stressed. They are not perfect. Sorry. That's a poor. Ну да, и в общем-то лучшие виноградники, лозы всегда растут в стрессе. Так получается всегда. A tomato from Uzbekistan is much more flavor than a tomato from a boring synthetic field in Holland or in Spain. И поэтому узбекский помидор намного интереснее по вкусу и богаче, ароматнее и вкуснее, чем помидоры с ненатуральных почв в Голландии или в Испании. And perfect conditions do not make the best quality. И идеальные условия для виноградной лозы не дают идеального качества. That was the question. This is Dom Perignon. This is mainly Le Menil Roger. Most of this is in Le Menil. If you see the vineyard, it looks like rubbish. Это вот Дом Периньон, да, это виноградники, которые в основном
находятся в Медине-Сюр-Роже, и если вы увидите виноградники, они выглядят совершенно ужасно. This is very important to understand that fertility is not combined with quality. И нужно понимать, что плодородие почв и урожайность не сочетаются с качеством. A big German pig is big and fat and it doesn't taste. It has no taste. Да, But a small, индустриальная немецкая свинья большая и жирная, мяса много, вкуса мало. a small Spanish pata negra, it's small, it needs 4 times longer to grow and it's fantastic quality. И знаменитая иберийская черная свинья, она в 4 раза меньше. Вырастить ее занимает в 4 раза больше времени, но ее мясо несоизмеримо вкуснее. Questions? Я слышал, что в некоторых странах нельзя без подвоя сажать виноградник, в Германии как по-другому. He's asking, he heard that in many countries you are not allowed to plant vines without the American rootstock. It's totally forbidden in my country. В его стране это тоже полностью запрещено. Да, говорит, когда-нибудь на меня наденут наручники. Все виноградники так посажены, да? Или только... All of your plantations are ungrafted or only Schwarzberger? No. About 50% of my vines are planted. We did 50% plant about 230,000 vines ungrafted. There are two aspects in the genetic which are important. One is около 2000-2500 лоз посажено у него без подвоев. this is all ungrafted. Вот это все без подвоев. This is 1893 plantation. Gottesfuß, God is the one who's not here. It's my. If you visit me, please come and visit us in the Moselle. You're warmly welcome. Visit us and see how we work. Some of the girls have already been with us in the vineyard and tasted some champagne and other good wines. So please come and visit us. Да, но он говорит, что это мой виноградник с лозами посадки 1893 года, без американских подвоев. И он говорит, что да, этот виноградник у нас нет сегодня дегустацию, потому что мы не можем показать все и сразу, поэтому вы приезжайте в Мозель, он приглашает вас всех к себе в хозяйство, и там вы попробуйте все, что захотите, а потом, говорит, выпьем немножко другого хорошего вина. The wood we get here from this vine, we take and bring the nursery. Ну и, собственно, то, что они сажали потом, посадочный материал был взят с этих лоз, и потом с него были новые саженцы произведены в питомнике. Every mass producer wants to produce a lot of wine. He thinks Roman is a fucking idiot. How can he be so stupid to take this? It's thick. The vines are old. It's no modern European genetic, but it makes the best wine. И многие производители современные считают, что Роман глуп, как он может тратить свое время и силы на эти дурацкие старые лозы, которые не дают почти винограда, которые могут болеть всеми известными и неизвестными болезнями. Но Роман возражает, да-да, все что угодно, только эти лозы дают самое лучшее вино. We are allowed to produce 12,500 liters per hectare by law, and many producers produce up to 20,000 liters per hectare. Average yield in my state is 4,000 hectoliters per hectare. По закону разрешенная урожайность в его зоне это 12 тысяч литров с гектара. Многие производители пытаются снять и 20. В его случае он получает где-то 4,5 тысячи литров с гектара. Or 4,500. The low yield, it should not be too low, but it's always connected with complexity and with intensity. Урожайность не должна быть слишком низкой, она опять же должна быть настолько низкой, чтобы давать сбалансированное вино. So it should be a natural low yielding, not natural, not the artificial low yielding. If I would use synthetic fertilizer, we don't use any synthetic fertilizer, I would easily produce twice as much juice, 8,000. If I would use modern clone, modern rootstock, I would get 4 times more grapes. Роман пользовался бы минеральными удобрениями искусственными и использовал бы современные клоны рислинга, он мог бы с этих виноградников снимать в 4 раза больше винограда. And to me, this is one of the most important aspects of winemaking. Okay, it's not really legal, but... Ну и для него этот момент очень важен. То есть он ищет любые возможности сделать вино лучше, поэтому в данном случае возможные проблемы с законом для него не являются важными.
Можно вопрос? То есть это у него плотность посадки старой лозы или еще вдобавок The урожайность? question in this vineyard, it was the original density of plantation, or 10,000. да, это Good question. оригинальная плотность посадок 10 тысяч лоз на гектар. А урожай ограничивает? Very good question. Because if you go to the, yeah, And he asking if that makes any impact on the yields also, the Yes. Density of plantation. every intelligent producer has a high density. Because high density means less grapes per vine and more stress, more concurrence. Ну и действительно высокая плотность посадки, она ограничивает урожайность натуральным образом, и лозы находятся в конкуренции между собой, поэтому каждая лоза натуральным образом дает меньше винограда. If there's one wine grower in one growth in Burgundy, in the whole village, the wine's bad. If there are 50, there's more concurrence. They try to make it. Там очень интересная аналогия проводит. Если бы в какой-нибудь известной коммуне в Бургундии на всю коммуну был бы один винодел, вино коммуны было бы хуже. Если вино коммуны производит 50 или 100 доменов, у них есть конкуренция между собой, и в таком случае они будут делать вино лучше. And so, more stress. Why? It's very dry in these sites, and the vine needs to fight. And when it's too fertile, it's very simple physiological explanation. When there's a strong rootstock, it goes like this. And if there are more vines, it need to go down. And we love ungrafted vines because the ungrafted is like it goes down 5, 6, 7, 8 meters into the rock. This creates complexity. Ну, и если бы была бы низкая плотность посадки, то прежде всего лоза бы заняла площадь вокруг себя, и корни располагались бы горизонтально, а при высокой плотности посадки корни между собой конкурируют за воду, конкурируют за, так сказать, питательные вещества, и в этом процессе они могут уходить на 7-8 метров в глубину, в материнскую породу, и в итоге это делает вино более богатым. There's no grafting here, you see? И вы можете вот здесь как раз четко увидеть, что подвоя на этом саженце нет. It's one plant. There's from here to here. Do you know what she asked? От корня до верхушки это одно растение. This is very important. Because of in the 19th century, the bad Americans, they bring in, that's funny, they bring in phylloxera, they did bring in animals, small animals, and the animals, they fly around here, but they put their children, Eggs. the eggs into the soil. And the eggs love roots, vine roots, they love them. Ну и в общем, да, как он пошутил, все хорошее приходит к нам из Америки, вот в частности они привезли насекомые, All over чьи Europe, личинки очень любят лакомиться корнями. Bordeaux, Burgundy, Champagne, and the biggest part of Germany was totally destroyed. Да, Бордо, Бургундия, Шампань и большая часть Германии, благодаря нашествию этого насекомого, виноградники были уничтожены. This vineyard here, the God's Feet, and the Moselle, is the last region in Europe where we have some thousand hectares, I think about 1,500 hectares of ungrafted vines. И, в общем-то, эта зона в Мозеле, это последний оплот дофилоксерных виноградников, 1500 гектаров непривитых лоз примерно. Sorry, how many ungrafted vines? I don't know exactly, I think about 1,200 Plants. No, hectares. Hectares. 100. Yeah, 1,000, no, about 1500. about 10%, 8% of 1200 the vines гектаров are в grafted. Мозеле, это старые лозы, которые растут до сих пор на своих собственных корнях. Филоксера пришла очень поздно и уничтожила не так много виноградников. If you go to JJ Prim, you know JJ Prim? One of the best producers in Moselle. The most important aspect is vineyard and genetic. If you go to Marcus Molito, if you go to some of the best producers in Moselle, it's genetic, vineyard. Comrie Conti, Subacatia, Lucia Lemoine. If you go to every good producer in Bordeaux, Burgundy, or Moselle, vineyard, genetic. It's very simple. Если вы будете посещать топовых производителей, вот которых он сейчас как раз назвал, в той же Бургундии, например, вы увидите, что они все работают с массальной селекцией, все работают со своим собственным посадочным материалом, который очень старый.
And this is Phylloxera, the animal, does not like this. И филоксера не любит сланцевые почвы. They hate this because it's too rocky. Они очень не любят их, ненавидят просто эту почву. Like sand also. They hate sand. Therefore, you can in Chile there's some great ungrafted vines, Yeah, also in Spain, in some places. and some in Spain, some in Portugal, but it's too hot. Да, и он говорит, что да, действительно есть прекрасные почвы, свободные от филоксеры. Он вспомнил про Чили, мы вспомнили вместе еще про Испанию и Португалию. Он говорит, но единственное, что там жарковато для того, чтобы делать белое вино. Now you get some of the. This is the most famous vineyard for Riesling in Germany, for Riesling in the world. This is the Le Montrachet of Germany. И то, что мы пробуем сейчас, это самый знаменитый виноградник для рислинга в Германии, для рислинга в мире. Если хотите, это Монраше Германии. If you smell the wine, you do have the acidity and you have the saltiness. You have the minerality of the vineyard. И отличительными характеристиками этого вина является прежде всего минеральность и солоноватый вкус. Many of you will say, I like more Schiefer Riesling or Saar Riesling. That's okay. Некоторые из вас могут сказать, что ну да, это что-то сложное вино, и я предпочитаю больше Заар Рислинг или Шифер Рислинг, например. Это нормально. We want you to think so because we want you to keep this. We want our customers. We have only a small quantity of this, and we want the customer to keep this for many years. И такому отношению Роман будет только радоваться, потому что ему бы хотелось, чтобы на сегодняшний день продавались другие вина, более базовые, которые мы попробовали, а это вино, чтобы клиенты держали до последнего, что называется. And I want you to learn that this needs time, but it's long. It's minerality and its intensity, like in a Japanese knife. It's very precise. This is how Schiefer and how Slate, how Schwarzensburg can be. И, собственно, в этом вине минеральность имеет точность японской стали, как выразился Роман. You have this pencil note, graphite in the nose. Также у вас есть типичные для Шварценбергера нотки графита или карандашного грифеля в этом вине. It's very long. И прислушайтесь к длине вкуса этого вина. Какие самые старые лозы? Roman, there was a question. What are the oldest wines you have in your vineyards? How old they are? We have average about 40 years. Srednji возраст 40 лет примерно. And the oldest is, as far as we know, 1893, Gottesfuß. But I'm sure that we have some older vines, but there are no documents. Самые старые лозы по документам это лозы 1893 года, виноградник Goldfuss. Но он уверен, что есть лозы еще и старше, просто нет документального подтверждения даты посадки. The color here is green, on my screen is yellow. It's not fair. This is yellow. Да, и обратите внимание, что здесь у нас цветопередача немножко неправильная. Ягоды, которые выглядят зелеными на экране, у него на картинке выглядят золотисто-желтыми. The grapes need to be yellow, not green. И рислинг, когда ты его убираешь, он должен быть золотистого цвета. Yes. Can I ask a question? Yes. When estimated vintage of your new vineyards? He asked when is the first vintage in my new Geistberg vineyard. I don't know, in 3 years, 4 years? Да, вопрос был, когда появится первое вино с того виноградника, который он восстановил, Гайсберг. Роман пока не знает, но 2-3 года точно придется подождать еще. The more fertile the vineyard, the faster the vintage. The more rocky, and this is very rocky, it takes more time. Ну и лоза на плодородной почве, она как бы приходит в свою полную плодоносящую зрелость быстрее, чем на каменистых почвах. И почвы на Гайсберге очень каменистые. We planted in 17, so I think 2021 could be the first vintage. Да, в 17 году посажен был виноградник, и первые урожаи они снимут, скорее всего, в 2021 году. But to tell you the truth, if I'm really honest to you, you need, how old are you?
27. 27, very good. You come in the age when you're 60 to my one estate, and you will drink a bottle of wine with my son. Ну да, и вот он спросил, сколько лет молодому человеку, 27, да, вы сказали? Да, и он говорит, ну отлично, когда вам будет 60, вы приедете в мое хозяйство, выпьете бутылку действительно правильного Гайсберга с его сыном. My grandfather, was a brewer. He made beer. And he created the biggest draft beer of Germany. We own the biggest brewing group of premium group. Его дед был, в общем-то, выдающимся немецким пивоваром и создателем самого популярного разливного пива в Германии сегодня. In Germany, and I'm the black sheep in my family. И все семейство занято пивоварением, и он один, это черная овца в белом стаде, который занялся другим делом. His father, my great-grandfather, made the first Pils beer. You know Pils? Pils? Yeah. The name Pils has been created by my great-grandfather, outside of Pilsen. И первое пиво Пилзнер за пределами, собственно, Пилзени, да, чешского региона, было сделано его прадедом. And he moved from a dark beer to Pils style in our brewery. И он перевел их пивоварню с темного пива на вот стиль Пилс. When he did this, they did have about 25,000 breweries in Germany. Когда он это сделал, на тот момент в Германии работало 25 тысяч пивоварен. There was a big fight in every generation between father and son. Big fight. В каждом поколении была большая такая битва между отцами и детьми. My father did not talk to me for 9 months after I bought this estate. И после того, как Роман купил это винодельческое хозяйство, 9 месяцев с ним отец не разговаривал. And sometimes you need to do what you think you need to do. Но так бывает иногда, что ты должен делать не то, что тебе говорят, а то, что ты считаешь правильным сам. My grandfather built the most modern and most successful brewery, and we are now draft beer number 1 throughout Germany. But he never saw the brewery because he was dead when it was finished. Его дед создал самую популярную пивоварню по разливному пиву в Германии. Это марка номер 1. Но он не увидел всего успеха, всего величия своего проекта, потому что когда пивоварня вышла на этот уровень, он уже умер. And I tried to create something. И Роман со своей стороны тоже старается что-то сделать для следующих поколений, и, возможно, он и настоящего успеха и не увидит. And I'm extremely thankful that I'm here in Moscow in a difficult time to able to show you my work and to show you, to explain you our culture and our philosophy of winemaking. Ну и он очень рад быть здесь с вами в это, в общем, не самое простое время, и очень благодарен вам за то, что вы уделили время, и он смог с вами поделиться своими мыслями, своей философией и своей историей. Hopefully I can tell my grandchildren one day of my time in Moscow. Он надеется, что когда-нибудь он расскажет об этом своим внукам, как он был в Москве и как он проводил здесь время. You see the seed slopes? This is the basic of quality. All handmade. We believe in natural winemaking. All handmade in the vineyards. И вы видите здесь, что все работы на винограднике производятся вручную, и для него это абсолютно важная часть производства натурального вина. Все должно быть сделано натурально. You see, it's always a combination of the exposition. Всегда великий виноградник это комбинация экспозиции. It's always steep. Всегда крутые склоны. And the climate and soil. И экстремальный климат, и вот это самая великолепная почва. Yeah. This vineyard here is God's Feet. It's one of my oldest vineyards. И вот этот виноградник здесь, это Goldfield, который как раз является одним из старых виноградников. It's about three times more expensive to make wine in here than in the flat fields. И себестоимость производства вина на таком винограднике в 3 раза больше, чем на равнинном винограднике. Next wine is Goldberg. So hopefully you like this. The next wine is. Следующее вино это Goldberg, тоже Гран Крю.
as many as we can, but we need 2 bottles. That's why it's not. But the wine flavor, one flavor, apple should be completely. But you have the no problem. You have the one flavor? Yes, No, not the big strength, the small flavor. Обратили внимание, да, какие, собственно говоря, какое оборудование используется на винодельне? Вы видели, да, что виноград давится корзиночным прессом. One slice, the small one slice. we have just drops. What the small flavor? Да, мы просто обсуждаем для того, чтобы вы увидели вино в развитии. Роман специально привез бутылку Гольдберга 2010 года, но она одна бутылка на 40 с лишним человек. И у нас будет возможность попробовать его, но уж извините, каждому по капле. I did bring one bottle of 2010 to show you the aging process, which is very important. И он специально принес эту бутылку, чтобы вы могли увидеть, каким образом развивается это вино. Luckily, the wine is so concentrated that there's enough wine for all of us. И он надеется, что все-таки концентрация этого вина настолько высока, что вам удастся даже маленькой каплей его почувствовать. Do you get the different terroir? This is red slate, totally different, with a darker berry character. И виноградник Гран-Крю Голдберг отличается от Шарфенбергера, где голубой сланец, здесь у нас с вами красный сланец. Brown slate, is it? This is red slate. Red slate, да, красный сланец. И меняется характер вина. У этого вина, в отличие от предыдущего такого соленого морского, у него скорее более ягодный характер. The wine is more round. Вино более округлое. Yes. You asked me about the wine making. But also a little more spicy than. Yeah, a little bit more spiciness. Yeah. Оно более открытое. Да, и вот and he said that it's also more open now than Schätzberger. It's always earlier. It's like if you go to Burgundy, there's Le Monarché, there's Batin Monarché and Chassagne Monarché. The cheaper wine is always earlier to drink. The more complex, the more expensive, it needs more time. Ну, в общем и целом, даже если вы обратитесь, например, к белым винам в Бургундии, то всегда более дорогое вино требует больше времени, менее дорогое вино требует меньше времени, как правило. I've seen that you use the basket press. Yes, for the pretzel wines, we take the basket press. Yes. Всегда архаическое такое оборудование, по большому счету. Да, она реконструирована заново, но это пресс, которым пользовались до практически середины 20 века практически все виноделы. Whoever you can visit in your life in one estate, it's always the same story. Кого бы вы ни посещали на винодельнях, история всегда одна. The better the grapes are, the more gentle you need to work. Чем выше качество винограда у вас, тем более деликатно вам нужно работать. This is a basket press from Switzerland. Это как раз корзиночный пресс. What's the producer? You said? It's Wasserbucher. No, but you said this is a basket press From from Switzerland. Swiss. from Switzerland. It's Okay. like good watches. Это швейцарского производства корзиночный пресс. The best watches and the best pressing machines are from Switzerland. The best cars from Germany. Так получается, что в Швейцарии лучшие часы и лучшие прессы, в Германии лучшие машины. Best tomatoes in Kazakhstan. Да, и лучшие томаты in Uzbekistan. Sorry, Uzbekistan. Sorry. There's one very important thing. Okay? Yes. We work with natural cork, but if we give 100% cork guarantee, if you have a cork problem, we pay the bottle. Very important. И они используют только натуральные пробки для своих топовых вин, но при этом дают 100% гарантию от пробки. Если случается какая-то проблема, соответственно, мы возмещаем бутылки вам, а Роман возмещает бутылки нам. So, if you open such a wine, don't taste the wine, just take the cork and smell it.
If it tastes, if it smells good, one's perfect. Yeah, the question is about the bottle, the shape of the bottle and the color of the glass. The shape The shape of the bottle and the color of the glass. I just showed this to you a little bit earlier. I just made a new bottle. Where is it? Here. This is the traditional bottle of this is 1893. Слева у нас бутылка 1893 года. Von Schwarzenberger. Forsten Von Schwarzenberger. This is the old bottle from 1893. I did bring this bottle to Bordeaux, to Saint-Gobain, and they made me a new bottle. This is my bottle. И он принес эту бутылку производителю бутылок, собственно говоря, и по ней он сделал, он как бы воспроизвел такую бутылку, но только с логотипом его. Since 2016. И с 2016 года он использует именно такие бутылки. А бокал у него на фото тоже Габриэль Глаз? А бокал на фото тоже Габриэль Глаз? They asking if this is a Gabriel Glass here on the picture. Yes. Да? Sure. Only the best. I just made sitting here. I Судя just по ножке ручной работы. And he says that it looks like the handmade glass. yes. I was just sitting here when you came. They just wrote now an email to Gabriel in Austria. I made an order of 3,000 glasses. I wanted a better price. Он сейчас, перед тем, как сделать эту презентацию, он сидел и писал своему поставщику бокалов. Сказал, что я купил у тебя уже в этом году 3000 бокалов, я хочу более низкую цену. Because Maximilian Riedel wrote me last week. He's the owner and the boss of Riedel, and they want to sponsor me. They make a new Riesling glass. You've seen it on the wine fair, on the Expo. They make a new wine. They want to give it to me for free. And you don't want to, no? I don't want it because I want this glass. It's better. И вот к нему приходил с предложением Ридель на последней выставке Провайн в Дюссельдорфе, которые сделали специальный новый бокал для рислинга и предлагали давать Роману эти бокалы для пользования бесплатно. Но Роман отказался, сказал, что мне они не нужны, мне нужен вот только такой бокал. So I write to Austria. I want a better price. I saw that if I cannot take it, I could take it for free, but I want René Gabriel. This is better. This is the machine glass of Gabriel. This is the handmade gold. It's a very good glass. It's the lightest glass in the world. Ну, у нас с вами бокалы машинного производства на изображении бокала ручной работы. Он говорит, но это для него самые лучшие бокалы, и ему другие бокалы не нужны. Но поскольку Ридель предлагал ему бокал бесплатно, он потребовал от Габриэля лучшую цену. We checked this in a blind tasting, and to me, this is one of the very best glasses I tasted. Да, и мы много раз тестировали эти бокалы в слепой дегустации, и неизменно эти бокалы побеждали. Nice. Perfect. But here, it's like it's still very fresh, but like develops more mature fruitiness now, Yeah. and also, of course, the spiciness. We follow the natural wine philosophy. Natural Мы wine. следуем философии натурального вина, говорит Роман. This means it's a pure product of the vine. Это означает, что вино это чистый продукт лозы, Without any additives. без каких-либо добавок. We believe in low alcohol, Мы верим в низкий алкоголь, nice flower, отличную, хорошую цветочность, bigger fruit flavor, выраженные фруктовые ароматы, refreshing acidity, освежающая кислотность, and the wine should be refreshing and animating. и вино должно быть освежающим и пробуждающим, можно так сказать. That's all we believe in. And we Это need то, во что time. мы верим. And this is from VDP or This is a Natural rule, Wine? it's from a wine list from 1890s.
Да, это просто цитата из винной карты 1890-х годов. This is the traditional barrel of the Moselle, 1000 liter. Да, вот используются традиционные бочки для Мозеля, 1000 литров. In my own So cellar? it's not the Stückfass. No, no. And this is the forest of my family. Это лес, который принадлежит моей семье. Yeah. Do you want to taste the 2016 Goldberg? Is just one bottle? Yeah. No, After let's 10? keep them with 15 and, Okay. and 10. Okay. These are the trees of my family. Luckily, we bought my grandfather did buy 2,000 acres of forest. And this is Да, Franz, это деревья принадлежат его семье, в лесу его семьи. Franz Stockinger. He's the superstar in barrel making. И этот человек на фотографии, это Франц Штокингер, это сегодня суперзвезда производства бочек. And I did collect the food. I did collect these trees together with him 9 Мы years ago. выбирали эти деревья вместе с ним, им 80-90 лет. And this is not my wood. 80 trees. И срубили 80 деревьев, и это его сейчас древесина, которая находится у Штокингера. In the whole winemaking, we go back to the good old days. И во всем нашем виноделии мы идем к старым добрым временам. And therefore we need these barrels. И поэтому им нужны именно такие же бочки, как были в старые времена. For spontaneous fermentation, for natural fermentation, this is extremely important. Это очень важно для спонтанной ферментации, для натуральной ферментации, например. And here you see the making of the barrels. Здесь вы видите, как производятся бочки. And this is my cellar. И это бочки в моем погребе. These are the best barrels you find on the market. This was in February. It was 6 Это weeks ago. было недавно, в You see, феврале. it's still fermenting. You see? Да, и это лучшие бочки, которые можно найти. Можете увидеть, что в феврале вино продолжает ферментироваться еще. In a modern cellar, in a modern winemaking, for industrial wine, the fermentation finishes within 1 week. И при индустриальном виноделии, если вы производите массовое вино, максимум ферментации идет неделю. Здесь бочки могут ферментироваться вплоть до 6 месяцев. This is my new wine estate. We just built this new wine estate. Это его новое Tomorrow винодельня. Tomorrow morning, I get these glasses, 8 meters 60, one Стройка glass. еще не закончена. Вот эти огромные стекла на дегустационной комнате, он получает их завтра. They tried it again already 3 weeks ago, but it broke. Они привезли уже еще одни стекла 3 недели назад, но при установке их разбили. They did, very expensive project. And Дорогой this, проект получился. and this is my cellar. That will be one cellar where we keep the wine up to 10 years on the yeast. И здесь у него будет погреб, в котором он будет держать вина на осадке до 10 лет. Yes. This is how it looked like last October, and this is November 2000 and this was around 1 year ago. Это съемки, которые были сделаны примерно 1 год назад. The idea is not to produce a castle. I don't need it. I'm tall enough. I don't need a castle. Да, я говорю, не было идеи построить замок, он сам имеет достаточный рост, и ему замок не нужен. The idea is to create a home of quality and sustainability. Да, и задача была построить погреб или дом, как он говорит, There's a huge cellar. экологичный There's a huge cellar under it. и стабильный. Под землей здесь большой погреб. A big tasting room with a big kitchen. Вот в этой башне находится большой дегустационный зал с кухней. Yeah, and it's all the energy is produced by ourselves. Вся энергия, которая снабжается, она производится непосредственно самим хозяйством. Now this picture is now 3 weeks ago, and the whole Это картинка трехнедельной давности. this was done this morning. Today they're working on it, and this will be finished at the end of this year. Работа продолжается, и постройка закончится в конце этого года. The idea is winemaking. This is the most innovative and the most old-fashioned wine estate in Germany for the next couple of years. Да, это будет одним из самых инновационных погребов, но при этом по своей структуре одним из самых традиционных погребов в Германии. We don't pollute any water because it's there will be a big lake here. There will be closed water process. Они не будут загрязнять воду, у них будет полностью закрытый водный цикл. Only the electricity is produced here.
Все электричество будет производиться на крышах. The heat comes from geothermy, from the soil. Да, отопление будет идти от геотермических источников, которые в почве находятся. So it's a closed, we call this a closed process. Да, это абсолютно закрытый цикл производства, который ничего не будет добавлять в окружающую среду. And we call it sustainable. А мы называем это экологичностью. And we have 4 levels, 1, 2, 3, 4. We have 4 levels in this only about Все gravity. здание вместе с подземной частью это 4 уровня. Like in the Great One Да, States и 100 years ago. абсолютно все манипуляции будут производиться силой гравитации. That's the next generation. А это вот мое следующее поколение, он говорит. Yeah. How old are yours? You have 2 sons now. 8 and 9. He's Да, у него 9. 2 сына, 8 и 9 лет. Yeah. Какие дрожжи он использует? Картонные. Он уже говорил об этом. How long do you age wines in the barrels? Right now, that's what we begin. Talking about, for example, the Goldberg 10 and 15. If we would make this wine now, it would be much more fresh because of the new facility. We work extremely precise in this new place, and in the future we age this for 3-4 years. И Роман говорит, что если бы мы делали вино на новой винодельне, оно было бы еще свежее, чем оно есть сейчас, вот, потому что там были бы идеальные условия. И в будущих планы выдерживать топовые вина не менее 3-4 лет в бочках на осадке. А сколько сахара в десятом году? Если... How much is asking how much was, if you remember, was the residual sugar in 2010? I know that acidity in 2010 was very high. Was very high, and the sugar was 10 gram. Now it's 5 gram. It's dry. In 15 you mean it's 5. In 16, 16. Да, в 2010 году была очень высокая кислотность у вина, и сахара было в вине порядка 10 грамм на литр. If you take В винах, которые производятся сейчас, 15, 16, около 5 грамм. older vintages in my state have been sweeter, now they're drier. И да, в старые времена в его винах было больше остаточного сахара, сейчас все меньше и меньше. А он не думал, кстати, при такой экологичности и подходе купить себе Теслу? He's asking if, with your attitude to the nature, with the sustainability, do you think to use a Tesla cars? Thank you for the question. I just this morning on my way from St. Petersburg to Moscow, I ordered 2 pillows, very expensive, two things for 4 cars for my parking. So if you come with your Tesla or with your 911 Porsche vintage 2019 all electricity, you can fill up the tank in my parking. Да, он как раз по пути из Санкт-Петербурга в Москву заказал для своей винодельни зарядные устройства для электромобилей. Поэтому, если вы приедете к нему на Тесле, он вас зарядит. Да. But my problem is I'm not an angel and I like big cars and big machines. Он говорит, что проблема в том, что я отнюдь не ангел, я люблю большие мощные машины. My children will do this stuff with Tesla. Но он надеется, что дети его будут более благоразумными, и они будут ездить на Тесле. I saw Cars. I like fast cars. I like Porsches. But they have good genetics, as you said. Yes, hopefully. I saw a few signs on your barrels. For instance, 31 degrees, 32 degrees. Are you control fermentation temperature or not? Yes, the new cellar. Therefore, we have much more precision in the wine than 5 years ago because we absolutely control the temperature. That's the only thing we do, and I think this is very important for the precision of the wine. Yeah. Да, был вопрос по температурному контролю. Температурный контроль при ферментации у него есть. Это единственная, пожалуй, интервенция, которую он делает при производстве своего вина. What is the best time for visit? If you visit us, Yes. the best, most interesting time, you will disturb a little bit, but the best time is September, October. Don't come in winter; it's boring. Go to the Ibiza. Ibiza in winter, but don't go and visit us in winter. If you want to visit one estate like mine, come in the summer.
better will be. I'm living alone now in my house, so please come and you're welcome. We can have dinner, we can make barbecue together. And Да, и был вопрос, когда лучше всего посещать хозяйство. Роман говорит, что самое интересное время это сентябрь-октябрь, но будет не очень комфортно, а так лето очень хорошее время. Не приезжайте зимой, очень унылая погода и очень скучно. Bring some friends. Да, приезжайте с друзьями, у него большой дом, он живет в нем сейчас один, он может сделать барбекю, Yeah. пробуем разные вина. But this is something. I'm not that young anymore. Говорит, я уже не так молод, как раньше. But to me, I was traveling over 3 years through California, Oregon, Washington State, South Africa. I've been to this. I've met some of the most influential people in the wine industry in Australia, in Oregon. I've working for Jim Lennon at Aubon Climat. I've visited. I've drunk a lot of wine with Bonnie Doon Vineyards, Radley Graham. I met some of the most influential people in the wine industry. To me, this was my education. Да, его образование было винное, это путешествие по всему миру, в том числе в поисках своего теруара. Он побывал во многих местах в Новом Свете. Он работал на Aubon Climat в Калифорнии. Он перепробовал бесчисленное количество вин с Рэндаллом Грэмом из Bonnie Doon Vineyards. И это было его образование. And they all love Riesling. И они все очень любят Рислинг. But Bonnie Doon Riesling is quite special. Bonnie Doon buys the grapes. He buys the juice from Germany. He gets he gets the barrels from Ernie Lozen. He buys every year 30,000 liters in a big container. Я как раз сказал, что у Bonnie Doon забавный рислинг. Говорит, да, ничего забавного нет. Он покупает вино в Европе, в Мозеле рислинг и привозит его в Америку. So, but I mean, serious. You need to taste blind. Very important. Don't buy labels. I know Russians love labels. I love labels also. But teach yourself. Teach yourself and taste blind. Пробуйте вина в слепой дегустации. Никогда не покупайте этикетки. Yeah. Тестируйте вина сами и сами выбирайте свое вино. The only way to learn. Yeah. Это единственный способ научиться. And our style is not built on alcohol, it's on freshness. We believe in the empty glass. Hopefully, the most of the glasses are empty. That's what we believe in. Он говорит еще раз, что мы не верим в алкоголь, мы верим в пустой бокал. И он надеется, что большинство бокалов на столах сейчас уже пустые. Any question? You're lucky. Есть ли какие-то вопросы? Thank you very much. Спасибо большое.